Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня хочу вам показать очередной оригинальный неизбитый узорчик вот из такой пряжи. Такая интересная расцветка. Про пряжу расскажу в конце видео. Смотрите, пряжа, конечно, ниточка тоненькая, но не прям сильно тоненькая, да? И крючок, смотрите, у меня 3 миллиметра. Напоминаю, вы берете свою пряжу, какая у вас есть, подбираете правильно крючок, чтобы у вас все получилось под вашу плотность вязания. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Она несложная, цветная, все понятно, все видно. Кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет, не переживайте. Мы с вами сейчас все вместе провяжем, и у вас все получится. Ну что, свяжем? Итак, смотрим на схемку. Раппорт сегодняшнего узорчика составляет 9 петелек плюс 1. Получается, я давайте наберу 4 раппорта. Это получается 4 × 9 – 36. И 1 петелька 37. Ну, а вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, в начале все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. Далее с новичками мы сделаем вспомогательный ряд, столбики с накидом, чтобы вы не запутались в воздушных петельках. Повторяйте. 3 петельки подъема. 1, 2 и 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2 это столбик с накидом. Дальше накид, следующую петельку цепочки точно так же нырнули и провязали столбик с накидом. И вот так вот ваша задача аккуратненько, не торопясь, в каждую петельку цепочки провязать столбик с накидом. В столбиках вы не запутаетесь, а непосредственно в петельках вы можете запутаться, ну, именно новичкам говорю. Там можете подтянуть, там пропустить, там что-то еще. В столбиках, смотрите, вы точно не запутаетесь. Поэтому поначалу давайте с вами сделаем так. Все, сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько петелек в цепочке. Поняли, да? Получается, если я набрала 37 воздушных петелек, у меня будет 37 столбиков. Вот эти вот первые 3 петельки, которые мы сделали с вами подъема, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда, это несложно, у вас получится. Но в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. И теперь мы приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала делаем 1 петельку подъема воздушную, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика мы провязываем столбик без накида. Есть. Теперь 1 воздушная петелька, 1 столбик пропустили, в следующий столбик провязали столбик без накида. Вот такая вот маленькая арочка получилась. Дальше будьте внимательны, делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В столбиках, смотрите, пропускаем, получается, 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и в 5 нырнули и провязали столбик без накида. Вот такая вот арочка. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 столбик без накида. Есть. Вот такая вот маленькая арочка. То есть в самом начале у нас половинка вот этой арочки. Понятно? Идем дальше. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5 провязали столбик без накида. Опять большая арочка. Поняли? Маленькая, большая, маленькая, большая. Дальше опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем здесь 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 столбик без накида. И вот так вот вы шагаете до конца ряда, чередуете большую арочку, маленькую, большую, маленькую, до конца ряда. А в конце ряда я вас встречу. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наши арочки готовы.
большие, маленькие. Мы, получается, закончили вот большой арочкой, и теперь у нас будет половинка маленькой. Итак, после столбика без накида делаем одну воздушную петельку, пропускаем один столбик, и вот у нас остается 3 петельки подъема. Аккуратненько в третью петельку подъема предыдущего ряда нырнули и провязали столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика мы провязываем столбик без накида. Есть. А теперь смотрите, сразу же перепрыгиваем вот нашу большую арочку. Накид. И сюда в эту арочку мы должны провязать 11 столбиков с накидом. Смотрите, раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Если для вас быстро 4, то вы можете нажать на паузу 5, либо в настройках поставить скорость, которая вам будет удобна. 6. Ниточка расслаивается. 7. 8. 9. 10. И 11. Получается, вот наша большая арочка. Из нее получился вот такой вот большой веерочек. Далее перепрыгиваем в маленькую арочку и в нее провязываем сразу же столбик без накида. Так же, как мы начали. Все, дальше идет опять большая арочка. Мы в нее опять провязываем 11 столбиков с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Опять формируется большой такой веерочек над большой арочкой. Так, видите? Все, и опять присоединяемся к маленькой арочке столбиком без накида. И так далее. Вот так вот вы провязываете до конца ряда вот такие вот большие веерочки. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно. Встречаемся в конце ряда, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши веерочки. Все ровненько, аккуратненько. Вот после последнего веерочка, смотрите, наша с вами задача перепрыгнуть вот в самый-самый последний столбик без накида. И мы в него провязываем столбик без накида, и на этом наш ряд заканчивается. Все, ничего сложного. Дальше будьте внимательны. 4 петельки воздушные подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Дальше, смотрите, 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. Итого здесь у нас 6 воздушных петелек. Теперь, смотрите, переключаемся на веерочек. Да, 11 столбиков с накидом. Смотрите, для начала мы пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4-й столбик нырнули, провязали столбик без накида. Есть. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4-й нырнули, провязали столбик без накида. Такая вот маленькая арочка у нас получилась здесь. Так. Дальше делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И смотрите, мы перепрыгиваем все наши столбики у этого веерочка и пропускаем 3 столбика у следующего веерочка. 1, 2, 3, в 4-й. Столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3, в 4-й. Столбик без накида. У нас получается, видите, вот такая вот маленькая арочка, чуть побольше. Маленькая, сейчас будет чуть побольше. Итак, делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Опять перепрыгиваем. Здесь 3 столбика, здесь 3 столбика. 1, 2, 3, в 4-й. И провязываем столбик без накида. И вот так вот вы шагаете до конца ряда, чередуйте маленькую арочку, большую арочку, маленькая, большая, маленькая, большая, маленькая, большая, до конца ряда самостоятельно. Угу. Не сложно, не сложно. У вас получится. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот провязали наши арочки. Большие, маленькие. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот после последней арочки мы делаем 2 воздушные петельки. 1, 2.
Теперь 2 накида и опускаемся вот к столбику без накида предыдущего ряда и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Это столбик с 2 накидами. Видите, какой высокий. Дальше смотрите. 1 воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Есть. Теперь смотрите, делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И теперь будьте внимательны. Мы должны переключиться с вами вот на наш центральный столбик. Получается, отсюда отсчитываем 5 столбиков, отсюда 5 столбиков, центральный столбик. И тоже захватываем и арочку. Смотрите. 1, 2, 3 накида делаем. Опускаемся, получается, вот наш центральный столбик. Захватили арочку, вытянули ниточку. И провязываем, смотрите, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, стоп. Это получается столбик с 3 накидами, но провязанный не до конца. Держим на крючке, не провязываем. 1, 2, 3 накида. Опять сюда же вернулись в этот же столбик. И начинаем провязывать 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, стоп. Держим на крючке. То есть получается первый столбик, второй столбик. Точно так же провязываем сюда же третий столбик. Столбики с 3 накидами. Держим, дальше не провязываем. 1, 2, 3, четвертый столбик с 2 накидами, провязаны не до конца, с 3 накидами, вернее, не до конца. Держим. 1, 2, 3. Сюда же нырнули и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Держим. 5 уже столбиков. 1, 2, 3. Сюда же. 1, 2, 3, 6 столбиков. 1, 2, 3 накида. И сюда же 7 столбиков. Получается, мы провязываем 7 столбиков с 3 накидами, провязаны не до конца. А вот теперь, когда у нас здесь 7 столбиков и 1 петелька на крючке, аккуратно одной рабочей ниточкой за один раз провязываем все вместе. Зафиксировали воздушной петелькой. Смотрите, что у нас получается по итогу. Вот такой вот интересный элемент, да? Вот. В дальнейшем он у нас так вот аккуратненько сложится, будет такая интересная шишечка. Не сложно? Не сложно. Дальше, смотрите, мы должны сделать 9 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И мы перепрыгиваем сразу же к следующему веерочку, к его центру. И точно так же будем захватывать наш центральный столбик вместе с вот этой вот маленькой арочкой. 1, 2, 3. Итак, нырнули, опять захватили и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Кому быстро, ставьте на паузу, либо ну просто делайте в настройках удобную скорость вам. 1, 2, 3. Сюда же второй столбик с 3 накидами. 2, 3. 1, 2, 3. Третий. 1, 2, 3. 1, 2, 3 накида. Четвертый столбик. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Пятый столбик. То есть ничего сложного нет. Так, дальше 5. 1, 2, 3. Шестой столбик. Провязываем по 2 петельки. И последний, 7 столбик. 1, 2, 3. Сюда же нырнули и провязали последний 7 столбик с 3 накидами. Теперь все столбики и нашу петельку на крючке провязываем за один раз аккуратненько. Так, за один раз. И обязательно зафиксируйте воздушной петелькой, чтобы они у вас не разбежались. Вот что по итогу у вас начинает вырисовываться. Вот такая вот картина. Все то же самое. Опять 9 воздушных петелек, опять 7 столбиков с 3 накидами с общей верхушкой. 9 воздушных петелек, 7 столбиков с 3 накидами с общей верхушкой. И в конце ряда я вас встречу. Поняли? Ну как? Не сложно, да? Что-то интересно получается. Все, давайте, вы справитесь. Встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, какая у нас красота начинает появляться. Так, вот после последнего элемента нашего, 7 столбиков с 3 накидами с общей верхушкой, мы делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И присоединяемся столбиком без накида. Смотрите, помните, у нас в предыдущем ряду было 4 петельки подъема и 2 петельки по узорчику. Так вот, в 4-ю петельку аккуратненько нырнули и провязали столбик без накида. Все, наш ряд закончен.
Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. Смотрите внимательно. Сейчас мы будем провязывать столбики с накидом, захватывая и эту арочку, и эту арочку. Поняли? Итак, накид. Нырнули под 2 арочки и начинаем провязывать 5 столбиков с накидом. 1, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4 и сюда же 5. Переключаемся на верхушку вот нашего этого элемента. Беремся за общую их верхушку и в эту верхушку провязываем столбик без накида. Так. Теперь накид. И опять захватываем вот большую вот эту арочку и вот эту арочку. И вместе провязываем, получается, 11 столбиков с накидом. Так. 1. Сюда же. 2. Сюда же. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 и 11. Так, у нас получается с вами точно такой же веерочек, который мы провязали во втором ряду. Поняли? Просто мы сместили в шахматном порядке. Эту бубочку я свою вот так вот сделаю красиво, она у меня вот так вот будет выглядеть. То есть на лицевой стороне, но я думаю, что это будет лицевая сторона. Вот такие у меня появляются шишечки. Поняли? Здорово, необычно. Все, и точно так же присоединяемся столбиком без накида вот к верхушке нашего вот этого вот пышного элемента. Верхушечку взяли, столбик, сейчас столбик без накида. Все, видите? И дальше точно так же. Следующие 2 арочки 11 столбиков с накидом, столбик без накида в верхушечку. 11 столбиков с накидом, столбик без накида в верхушечку. И я вас встречу. Понятно? Не сложно? Не сложно. То есть вы провязываете точно такой же ряд с веерочками. Вот есть такая особенность. Все, встречаемся в конце ряда. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот провязали практически до конца наши веерочки. Начали мы половинкой, да, веерочка. И точно так же закончим половинкой. То есть накид, вот наши 2 арочки. Мы захватываем их 2 вместе. И сюда провязываем 5 столбиков с накидом. 1, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4 и сюда же 5. И заканчиваем наш ряд накид. Вот на столбик без накида предыдущего ряда. В этот столбик аккуратненько нырнули. Так, и провязали столбик с накидом. У нас как бы получается здесь вместе 6 столбиков. Поняли, да? Идем дальше. 1 воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку этого же столбика провязали столбик без накида. Смотрите, какая красота получается, да? Вот. Идем дальше. Делаем 1 воздушную петельку. Пропускаем в нашем вот этом веерочке 1 столбик. И в следующий столбик провязываем столбик без накида. Есть. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Перепрыгиваем вот наш веерочек. Пропускаем здесь 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 столбик без накида. Получается вот такая вот арочка. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 столбик без накида. Маленькая арочка. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Перепрыгиваем к следующему веерочку и отступаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 опять столбик без накида. И так далее. Вы шагаете до конца ряда. Чередуйте большую арочку, маленькую, большую, маленькую. Мы точно так же уже с вами вязали. Помните? Большая, маленькая, большая, маленькая. Здесь тоже была у нас арочки большие, маленькие, большие, маленькие. Все, не сложно, не сложно.
Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, провязали до конца наши арочки. Заканчиваем ряд так же, как и начинали. То есть у нас здесь будет, получается, после последнего нашего столбика без накида воздушная петелька. И заканчиваем ряд. Вот, 3 петельки подъема у нас здесь было. В третью петельку аккуратненько нырнули. И провязали столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Дальше, смотрите, делаем одну воздушную петельку, поворот. И сюда же провязываем столбик без накида. Есть. Теперь смотрите, наша с вами задача повторить то же самое, что мы провязывали с нашей бубочкой. Так? То есть для начала мы делаем 9 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Перепрыгиваем нашу арочку. И вот где наш веерочек, центральный столбик, вот маленькая арочка, мы начинаем сюда провязывать нашу большую такую шишечку-бубочку. Получается столбики с 3 накидами. 1, 2, 3. Так, 3 накида. И делаем 7 столбиков с 3 накидами. Провязываем не до конца, потому что будет с общей верхушкой. 1, 2, 3. Сюда же второй столбик. 1, 2, 3. Сюда же третий столбик. 1, 2, 3. Четвертый столбик. 1, 2, 3. Пятый столбик. 1, 2, 3. Шестой столбик. И 1, 2, 3. Седьмой столбик. Столбики с 3 накидами. Провязаны не до конца. А вот теперь все 7 получается столбиков. И последнюю вот эту петельку на крючке провязываем за один раз вместе аккуратненько. Раз. И зафиксировали обязательно воздушной петелькой. И опять получается 9 воздушных петелек. И переключаемся на следующий веерочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все. И опять 7 столбиков с 3 накидами с общей верхушкой. Поняли, да? Все. То есть мы провязываем те же самые вот эти наши шишечки, только они у нас смещены будут в шахматном порядке. Все, несложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, красота наша продолжает расти. И как мы заканчиваем наш ряд. Вот я сделала 9 воздушных петелек. Переключаемся, получается, вот на самый-самый последний столбик без накида предыдущего ряда. И в него провязываем столбик без накида. Все. На этом наш ряд закончен. Далее 1 воздушная петелька подъема, поворот. Сюда же верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. И теперь мы будем делать веерочки. Вот здесь получается 2 арочки захватываем и провязываем 11 столбиков с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. И переключаемся вот на верхушку наших 7 столбиков. Беремся за верхушку и в нее провязываем столбик без накида. Поняли, да? То есть получается, мы с вами повторяем точь-в-точь. Вот, помните, арочки вначале были на первом ряду, на втором ряду наши, получается, веерочки. Понятно? Все, давайте самостоятельно до конца ряда опять захватывайте 2 арочки и здесь провязывайте 11 столбиков с накидом. И вот наши пышные элементы, какие интересные получаются. Все, давайте несложно до конца ряда веерочки. В конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот провязали наши веерочки практически до конца ряда. И как мы заканчиваем ряд? Мы присоединяемся вот столбик без накида предыдущего ряда столбиком без накида. Все, на этом наш ряд закончен. То есть смотрите, сам по себе узорчик состоит из 4 рядов. Вначале мы делаем арочки, над ними потом веерочки. Потом опять делаем арочки и над ними делаем пышные вот такие вот интересные столбики, да? Потом опять арочки,
веерочки, арочки, вот такие вот пышные столбики. Сейчас опять мы вернулись к первой арочке. То есть раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Опять раз, два. Дальше у нас будет 3, 4. То есть мы готовим арочки к нашим вот таким вот бубочкам, шишечкам. То есть все, мы с вами уже провязали вертикальный раппорт узора. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что что-то такое интересное и необычное, да? В копилочку ваших узорчиков. Все, встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу у меня получается. Вот такое оригинальное, необычное сочетание, да, веерочки вот с такими пышными элементами, изнанка. Видите, узор получается односторонний, но не страшно, да, согласитесь. Обязательно пробуйте из разной пряжи. Возможно, вот эти вот пышные элементы будут смотреться из разной пряжи по-разному. Как по мне кажется, из данной ниточки лучше бы смотрелись элементы с 2 накидами. Ну, просто в описании к узорчику написано, что здесь 3 накида. Я сделала с 3 накидами, но мне кажется, более аккуратно будет с 2. Если кто-то уже что-либо вязал данным узором, он же не новый, поэтому пишите, что вязали, с какой пряжи, что у вас получилось, и самое главное, сколько у вас здесь было в столбиках накидов. Хорошо? Мы будем читать, вдохновляться, делать выводы. Вот такая красота. Из моих ниточек узорчик вот так тянется, узорчик вот так тянется. Из ваших ниточек он может тянуться больше, меньше. Обязательно пробуйте разные ниточки, потому что один и тот же узор из разной пряжи выглядит совсем по-разному. Понятно? Давайте покажу ниточки, с которыми работала я. Называются они Alize Angora Gold. Новички, кто еще не работал, смотрите. Тут получается моточки по 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. По составу это 80% акрил, 20% шерсть. И нам советуют производители брать крючок от 2 до 4. Ну, у меня 3. Ну, под мою плотность вязания, да. И еще, смотрите, пока не забыла, назову вам цвет. Цвет 221. Мне кажется, он чуть ярче и темнее выглядит на камеру. Так он более поспокойнее, как-то что-то наподобие джинса. Вот. Давайте замерим мою сегодняшнюю красоту. То есть у вас при одинаковых исходных данных может быть совсем разные цифры. Поняли, да? То есть обязательно своей рукой провязывайте. Итак, 37 воздушных петелек. Это получается вот 18 сантиметров. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И с новичками мы провязывали 19 рядочков. Гляньте, да? Увлеклась. 19 аж целых рядочков. Ну так, тут объемные элементы. Прижмем их. Ну вот 11 с хвостиком сантиметров. 11,2, 11,4. Такой вот. Как вам? Оригинально, необычно? Вашу копилочку. Возможно, что-то интересное придумать данным узором. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. И обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Делитесь с друзьями, с подружками. Сохраняйте свои плейлисты. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Ну, естественно, оставляйте комментарии. Заранее спасибо большое, потому что комментарии помогают продвижению моего канала. Ну и у кого есть возможность, нажимайте на кнопочку на спонсорство. Тоже заранее спасибо большое. Будет очень приятно. Что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.